Привет, меня зовут Тирша. Достаточно много раз я натыкался на комментарии о том, что у людей возникают проблемы с карточным ивентом Wuthering Waves, сложности с прохождением Бранта, непониманием, как его проходить и вообще как играть в эти карты. Поэтому этот видос будет легким гайдом по карточному ивенту. В этом видосе я покажу, как все-таки проходить Бранта, расскажу немного о том, какими деками играть и в чем сила каждой деки, а также оставлю полезные ссылки для вас. Сам ивент нас встречает вот такой страницей, здесь мы можем увидеть разные этапы ивента от самого простого до самого сложного, и самый последний этап это Endless Challenge, который открывается после прохождения всех предыдущих этапов. В Endless Challenge вы можете набивать опыт, чтобы добить 20 уровень в картах, получать валюту, за которую можно и нужно докупать карточки и рубашки для них, а также набивать очки флага, чтобы получать все награды этого ивента. Как вы можете видеть, у меня все пройдено, все челленджи пройдены и получены награды за них, а также скуплены все награды в магазине ивента и апнул 20 уровень ивента. 20 уровень апается не за один день, для этого нужно в Endless Challenge апать недельный лимит в 5000 очков. Это примерно 4 победы на сложном уровне и чуть больше побед, если уровень сложности обычный. Я расскажу, как проходить на сложном уровне, какой декой играть, чтобы вы тратили на это меньше своего времени. Начнем с самого начала. Начиная с первого этапа, вас по Симтимонту будет отправлять к различным противникам. Побеждать их на начальном этапе у вас не составит особого труда. Можете играть просто как чувствуете, противники вам особых проблем доставлять не будут. По мере прохождения сами NPC, с которыми вы будете играть, будут отправлять вас к более сильным противникам, и в итоге вы дойдете до Бранта, с которым у многих как раз таки возникают проблемы. Проблема заключается в том, что Брант играет сильной и достаточно бесячей пачкой. Начиная каждый бой, как вы можете заметить, вам предлагается выбрать дуэлиста и деку, которые вы будете играть. Дуэлисты открываются по мере прохождения NPC, и каждый дуэлист имеет свою тактику. Если вдруг вы не хотите переводить то, что здесь написано, то можете поставить видео на стоп и прочитать, какая тактика у каждого дуэлиста. Некоторые карточки также открываются по мере прохождения NPC, а некоторые нужно будет покупать в магазине. Нас интересует момент, когда из дуэлистов откроется Конторелла, а из карточек откроется обезьяна. В каждой деке есть по сути главная и самая сильная карточка. Карточки рекомендую покупать все, они нужны, чтобы получить награды ивента. Самая главная карточка, которая нас интересует, это обезьяна. Как только она становится доступна, мы можем собирать нашу имбовую деку. Сама дека выглядит вот таким образом. Также можете поставить на стоп и собрать деку. Не стесняйтесь докупать карточки, если вдруг у вас их нету. Валюты дают много, так что на все хватит. Окей, перенесемся уже в игру, покажу, как играть этой пачкой. Выбираем Контореллу, выбираем нашу деку и можно начинать. В идеале на старте получить карты, которые мы можем накладывать друг на друга, и которые будут давать нам еще дополнительные карты. Это очень круто и хорошо. Отлично, у нас 3 карты, которые можно модулировать. За каждую модуляцию вы получите по 2 карты. И есть диги-даги, трансформировав которые вы получите аж 3 карты. Что такое модуляция, что такое трансформ? Модуляция — это накладывание одной карты на другую. Трансформ — это когда вы сливаете одну карту. Вот, например. Окей. Подождем. Когда вы сливаете карту в этот слот. Сливаем ее сюда, получаем еще 3 карты. Отлично. Мы можем уже поставить, по-моему, машину на самом первом ходу. Нам нужна вот эта машина. Это, по сути, основа всей стратегии с этой картой. Их можно поставить 2. В деке у нас стоит 2. Так что давайте их поставим. Отлично. Эти можно сливать, они нам не понадобятся. И это тоже. Все. В чем суть этой машины? Каждые 12 секунд, которые машина живет, она наносит 3 урона. Тем самым, прожив до 36 секунды, мы нанесем 9 урона одной только машины. Если их 2, то это 18. Можно дожить до 48, но обычно все файты заканчиваются на 45, 46, 47. Файты буду показывать на X2, тут особо смотреть нечего, машина будет всегда умирать. Здесь, наверное, она урона 6 нанесет точно, 9 вряд ли. Нет, 9 урона нанесла. Отлично, мы получили 0 урона. Даже если проиграли, получили 0 урона. Почему? Потому что пассивка Конторелки. Она нам позволяет не получать урон, по-моему, в первые несколько ходов. Но здесь нам с картами не особо везет. Мы можем сделать что-то примерно вот такое. Получить еще 2 карты. Бить вот эти. И, ну, опять же, к сожалению, не везет. Вторая машина нам выпадать не хочет. С этим ничего не сделаешь. Машина пока что будет одна. Обезьяну мы получим на 4-м ходу, потому что получить ее можно 2 способами.
либо после, по-моему, 4-го хода, либо если мы проиграем первые 3 раунда. Ну, здесь с такой пачкой мы, скорее всего, их проиграем, а возможно даже нет. Скорпиону он решили наносить урон. Окей, пусть наносят. А, нет, проиграли, отлично. Да, мы проиграли, нанесли урон и не получили его. Пока что меня все устраивает. Окей, мы не можем сейчас поставить 4-ю карту. 4-й слот я оставляю под обезьяну, поэтому можем сделать следующее. Слить эту карту, поставить одну, ее улучшить, получить 2. Опять ничего не получаем из-за этим. Ну, можно даже еще раз так же сделать. Нам нужна машина. Машина выпадать категорически отказывается. Это достаточно плохо. Потому что, скорее всего, вы уже могли даже выиграть. Потому что 2 машины наносят очень много урона. Ну, вот машина умерла, потому что все начали бить ее. Окей. Какой-то урон мы все равно нанесли. Здесь опять не везет машина. Вот бывает такое, что машина вторая просто не хочет выпадать. Одна можете поставить прямо на первом ходу. Вторую либо можете не поставить вообще, либо когда-то потом она появится, когда она уже по сути-то и не нужна. Давайте попробуем сделать еще раз. Нет, машина выпадать отказывается. Тогда просто будем хилиться. Можно использовать вот эту карту. Регене 12 хп, у нас нет всего 6. Страшно. В принципе, так тоже можно. Обезьяна на поле хилит у нас всех наших союзников. Тем самым давая им пожить. Тем самым давая пожить машине, которая будет у нас урон весь-то и наносить, по сути, самый огромный. Но вот уже из обезьяны мы можем и выигрывать, значит, раунды. Вполне. Обезьяна, скорее всего, переживет всех на 40, после 45 секунды. После 45 секунды все на поле начинают умирать, потому что, ну, файты могут длиться очень долго. Кто-то бьет не того юнита там и так далее. Наконец-то вторая машина выпадает. Наш уже райдера поставил противник, но ему это не поможет. Тут, в принципе, шансов уже нету. Вливаем одну, улучшаем машину. И можно, в принципе, идти в файт. Пассивка Конторелла. Что она сделает? Пассивка Конторелла у нас позволяет получать 5 меньше дэмэджа первые 3 раунда. А активная способность позволяет нам выбрать эхо, которое будет получать на 40% меньше дэмэджа в первые 15 секунд. Если у вас не везет с картами там, или если машины быстро умирают, вы можете посливать карты сюда, выбрать машины, они будут дольше жить, нанесут больше урона. В принципе, тактика простая. Одна машина уже умерла, к сожалению. Важно также правильно еще расставлять карты. Можно их даже в бэклайн ставить, просто для того, чтобы на них не нападали постоянно. Ну вот, мы уже нанесем 9 урона. Да, хоть раунд мы и проиграли, но выиграли игру. В принципе-то вот и все. Таким способом можно пройти абсолютно каждого противника, когда нам станет доступна вся наша дека. И таким же способом можно пройти самого Бранта, но я покажу еще одну пачку, которая также против него эффективна. Этой пачкой Бранта можно пройти, если только повезет поставить 2 тачки супер рано. Против Бранта очень эффективно также дека с Мефисом. Опять же, поставьте видео на стоп, чтобы собрать деку или докупить, в случае чего карты, которых у вас нету. В чем цель этой деки? Наложить как можно больше модуляции на Havoc Warrior. Зачем нам это нужно? Во-первых, это усиливает наш финальный урон, чтобы пробить щит Бранта 6 дополнительными здоровья. И во-вторых, создает очень сильное эхо, которое также поможет нам, чтобы победить Бранта. Выбирайте Санлияо в качестве дуэлиста, так как его обилки дают нам дополнительные карты на первых 3 ходах. Это позволяет использовать больше модуляции на Havoc Warrior, и раньше вы
выпустить Мефиса, главную карту колоды, а также забафать всю колоду. Чтобы это все работало, нам нужно начать игру с Havoc Warrior, потому что его способность Versatility является основой стратегии. Можете перезапускать игру, пока у вас не будет стартовой руки с ним и другими однокостовыми картами, например, Диги-Даги или Кабаном. Также следите за картами, которые ставит Бранд. Если Бранд достаточно рано ставит трехкостовую машину на поле, также можете перезапустить игру. Выпускаем на поле Havoc Warrior в качестве первого эхо, как только у нас будет хорошая стартовая рука. Далее накладывайте карты на Havoc Warrior. Полезным будет вначале наложить Виввафа или Лагвардию для увеличения урона, а потом накладывайте однокостовые эхо. Карты Кабана и Диги-Даги можно использовать для получения дополнительной энергии карт. Как только вы получите около 4-5 модуляций на Havoc Warrior, улучшайте его в Questless Knight. Это эхо получает бонус к урону на каждый уникальный навык, который у него есть. Это значит, что в дополнение ко всем предыдущим навыкам, которые вы наложили, он станет еще сильнее. Как только будет доступен Мефис, выпускайте его на поле. В идеале старайтесь выпустить Мефиса к 3-му или 4-му ходу, или даже ко 2-му, если вам очень сильно повезло с картами. По сути, для игры нам нужно всего 2 колоды. Одна с Мефисом и Сен-Лияо, чтобы победить Бранта, а вторая с обезьяной и Кантареллой, чтобы сносить всех остальных. На самом деле весь контент можно пройти и декой с обезьяной и Кантареллой. Вторую колоду я добавил просто для разнообразия, если вам вдруг надоело играть одной пачкой. Вот и все. Удачи в прохождении. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, приходите на Twitch, я стримлю почти каждый день. Пока!